Уже устали. Что вы говорите, а мы нисколько. Мы готовы работать дальше. Насколько предсказуемо для вас были сегодняшние решения об отказе в удовлетворении ваших ходатайств с председательствующего Данилкина? Ну, во-первых, я не могу сказать, что наши ходатайства были в удовлетворении отказано полностью. Если вы помните, что ходатайство защиты о вызове свидетелей, оно заявлено было судьей, что оно заявлено преждевременно. И фактически суд перейдет, когда к стадии исследования доказательств, и именно доказательства будет представлять сторона защиты, и, соответственно, по каждому конкретному свидетелю будет приниматься решение. То есть решение будет приниматься. Поэтому... Более того, он сказал, что суд еще будет оказывать содействие при необходимости, и что нет ни у кого индульгенции, он не согласился, суд не согласился с позицией обвинения, что это наше затягивание. Он прямо это сказал, что суд с этим не согласен. И суд не согласен с тем, что кто-то там не может быть допрошен, в частности, следственно-прокурорские работники. Все это не так. Ходатайство к делу приобщено, и дальше уже, вот как коллега сказал. Да, и что может быть допрошенный Малаховский с переверзием, которые отбывают показания, против чего возражали прокуроры, говорили, что допросом этих лиц будут подтверждены их вступившие в закон силу приговоры суда. В общем, какой-то бред сказали. Судья сказал, что он эту точку зрения не разделяет, и что он не исключает возможности этапирования для допроса, если в этом будет необходимость. Это лица, которые осуждены уже за деяния, которые вменяются нашим подзащитным. То есть, по версии следствия, они действовали с ними в организованной группе и уже были осуждены. Ну и надо не забывать, что еще было одно ходатайство со стороны защиты о применении видеосъемки и аудиозаписи. По видеосъемке судья дал разрешение, а аудиозапись, ну, она и так не требует какого-то дополнительного разрешения. На сегодняшний момент отказано только в одном ходатайстве с просьбой об устранении потерпевших. Об устранении потерпевших, да, и о направлении запроса о правовой помощи. Ну вот пока 2 на 2. Если вот вернуться к ходатайству о вызове свидетелей со стороны защиты, с вашей точки, вот кого вы считаете ключевыми фигурами в этом списке из более чем 400 фамилий? Ключевые были названы поименно, я повторять не буду, они были названы поименно. Ну, будьте добры, пожалуйста, все-таки, потому что там не было ни телевидения, ни... Как? У вас нет тут трансляции? Ну есть, но звук, это мы же, сейчас же пишут люди на камеру, мы для звука. Дело в том, что проблема очень большая со звуком. Да. Понятно. Я не боюсь, я боюсь кого-нибудь обидеть тем, что забуду ключевой, назвать. да, кажется, Нет, тем, что забуду назвать. Значит, там руководители российского государства, в частности, председатель правительства нынешнего. Там целый ряд членов правительства нынешних и бывших. Там ряд региональных руководителей. Там ряд известных экспертов в области экономики, чья компетентность не вызывает сомнений никаких. И, в всяком случае, никогда не подвергалась сомнению. Вот. Там большая группа работников налоговых органов, которые проводили проверки, возглавляли проверки. Там большая группа прокурорско-следственных работников, что особенно расстроило наших обвинителей, потому что один из них персонально поименован в качестве подлежащего вызову для допроса, как свидетель. Извините, пожалуйста, я вас прерву на секунду. Поскольку судебуетесь фото и видеокорреспонденты присылают письменные заявки на факс. Ну, остальные там свидетели, еще хочу обратить внимание на значительное количество людей, по-моему, около 50, если не ошибаюсь, человек, которые были около 60, которые были допрошены, но не были обвинением включены в список. Вот. Это тоже такой интересный момент, потому что они даже к тем свидетелям, показания которых они в дело включили, тоже относятся избиратели. Видимо, знают почему. Вот. Ну и 2 слова буквально. Значит, ходатайство об устранении потерпевших, которым нам отказано, ходатайство о направлении запроса о допросе иностранных граждан, которым отказано, поскольку мотивировки практически суд не привел, особенно по первому ходатайству про потерпевших, то это опять тот случай, о котором мы сказали сегодня в утреннем заявлении, ну, собственно, в первом, с которого началась работа, что такая позиция суда вынуждает нас важные для защиты вопросы ставить повторно и неоднократно, для того, чтобы обеспечивать права наших подзащитных и не допускать, стараться их новых нарушений.
Вот это все, что я могу прокомментировать. Если будет следующая стадия, значит, мы будем возвращаться к этим вопросам по мере необходимости. Друзья мои, только уже с учетом... Нет, но это придется делать дальше вне зданий суда. Нет, ну что произошло, я, наверное, не буду пересказывать весь день. Наверное, если вы здесь, вы знаете. Вот, произошло высказывание позиции по подготовительной части судебного заседания. Вот, мы обозначили свою позицию по поводу потерпевших, по поводу свидетелей, которые с нашей точки зрения подлежат вызову. Вот. Завтра мы это продолжим. То, что сделано сегодня, как мы заметили, было большой неожиданностью для наших оппонентов в этом процессе. Вот. Расстроило их, что было заметно. Вот. И я думаю, что особенно их расстроили некоторые комментарии суда, который сказал, что они, в частности, прокурорско-следственные работники, как и любые другие граждане, подлежат допросу и при необходимости будут допрошены, что суд приобщает ходатайство к материалам дела и персонально будет рассматривать по каждому заявленному свидетелю, по всем группам и категориям, включая там руководителей государства и членов правительства, и этих самых работников прокурорско-следственных, и налоговых, и всех других лиц, допрошенных и недопрошенных по делам ЮКОСа. Вот, что он будет это рассматривать, будет изучать обоснования и при необходимости будет даже оказывать содействие вплоть до этапирования. Я надеюсь, что закон будет исполняться хотя бы в части обязанности гражданина свидетельствовать перед судом, когда суд считает это необходимым. Было сказано ровно то, что я сейчас изложил. Это не означает, что оно не было удовлетворено. Просто персональное решение по существу не принималось сегодня.